Всем здорово, народ! Вот уже остались считанные дни до Нового года. Кстати, поздравляю вас всех с наступающим. Ачивка номер 2025 скоро будет получена. Сегодня хотелось бы поговорить о состоянии проекта WoW Насдор к концу года. Вспомним, с чего все начиналось. Разберем самое масштабное и будоражащее нововведение сервера за последнее время, а также затронем ближайшие планы, касающиеся уже нового 2026 года. Поэтому заваривайте чаек, присаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра, погнали смотреть видос. Итак, Насдор WoW, как вы знаете, это кастомный сервер на базе легендарного патча WoW 3.3.5a, который не просто пытается повторить классику, а активно ее развивает и дополняет. Соответственно, разработчики не боятся экспериментировать и хотят собрать вокруг своего проекта аудиторию, готовую увидеть свой любимый WoW, но уже играющий новыми красками. В этом плане нововведения на сервере не ограничиваются только условными изменениями классовых комплектов, которые здесь, кстати, достаточно интересно реализованы. Например, прикрученные механики для детства Варлока, схожие на механики последних аддонов актуального WoW, это, конечно, сильно. Но также реализованы действительно крупные гейм-чейндж нововведения, скажем так. Такие как вневременный остров, за основу которого взят этот же остров из дополнения Пандария, для тех, кто шарит. Новый кастомный рейд был добавлен, Анклав Алого Ордена, о нем мы чуть позже поговорим. Такого вы обычно даже на кастомных серверах по WoW 3.3.5 не ожидаете. Так здесь же все это еще встроено в привычный всем Лич Кинг, то есть даже совершенно новый кастомный контент. Строится именно на базе 3.3.5, где все классы вам знакомы, основные механики известны, и тот самый эффект нового, новиночку, эту изюминку, добавляют именно дополнительные надстройки над привычным. Не полностью его перекрывая, а лишь очень деликатно модернизируя. Как по мне, достаточно интересно все сделано и реализовано. Здесь ключевая философия Насдор строится на том, что это кастомный контент, который органично вплетается в классическую механику WoW. И также радуют множественные дополнительные фишки, скажем так, мелочи, которые суммарно имеют огромный, по крайней мере для меня, положительный эффект. Про уникальные бонусы сетов я уже упомянул, хотя это, кстати, довольно спорно называть мелочью, но тем не менее. Здесь самое прикольное, что, допустим, если изначально 90%, в среднем, скажем так, классовых комплектов действительно грамотно были реализованы, 10% нововведений для каких-то конкретных, допустим, для Блад ДК, или для Баланс Друида, или для ЛМ Шамана, они выделялись. Либо были слишком сильные, либо наоборот, были слишком слабые. Об этом поднимались темы, разработчики это видели и дополнительно вносили правки в уже существующий расклад, скажем так, то есть здесь не ограничивается все единым балансом, который был в рамках, допустим, самого нововведения, самого старта реализован. То есть комплекты модернизируются, балансные правки привносятся, это прикольно. Еще одна фишка — это кастомные расы с возможностью комбинации с любым классом. Понятное дело, это добавляет элемент необычности, новизны, и даже если вы провели множество часов, поиграть за новый просто внешний облик, скажем так, для вашего персонажа, всегда ощущается по-другому. И представьте себе, все варианты кастомных рас, они открыты изначально, нулевой секунды с момента регистрации. Вас не заставляют открывать внешний вид эльфа крови и Лидария, этого почти с рожками Лидана я называю, предварительно прокачав другого персонажа с неинтересной вам внешкой, затем выполняя десятки часов дейликов или покупая. Здесь такого нету, сразу все доступно. Oh my god. Причем текстурки здесь подтянуты с более новых аддонов. Допустим, сбиты с Азерот, с Дренора. Это уже можно в третий подпункт даже вынести. То есть выглядит все гораздо красивее, чем на стандартном личе. И не только персонажи, но и очень многие анимации способностей. Может быть, даже здесь практически все способности апгрейднуты, но не хочется здесь бросаться абсолютными значениями и фразами, чтобы потом не было вопросов. Лучшие анимации кастеров, как для Варлока, например, это сразу плюс вайбик, гораздо приятно, визуально импакт ощущается. И даже для Лика Смерти у ДКшника анимашку визуально подтянули, это вообще шок-контент. И самое приятное, что это все уже встроено в сам лаунчер, и вам не нужно вручную апгрейдить графику, не нужно самому отлавливать баги, которые могут после этого возникнуть, некорректную работу как-то отслеживать. В общем, это все сделано за вас.
Из минусов, конечно, вы не сможете при желании вот выключить, да, вот этот апгрейд по графике. Ну, возможно, кстати, и сможете, просто я вот не уверен, как это конкретно сделать. Но, думаю, таких все равно меньшинство, а у нас тут как бы демократия. Трансмог, кстати, прикольно сделан. Я вот играю за ДК, допустим, за латный класс, да, насколько вы знаете, имею возможность зачарить себе нагрудник внешним видом тканевого доспеха. И, о чудо, между всеми моими персонажами в рамках учетной записи, да, коллекция на трансмог шарится. Ну, то есть, получив внешку за друида, я смогу этой же чаркой воспользоваться и за ДК. Nonsense, oh my god. Для многих, кстати, цены на трансмог могут показаться кусачими. Ну, типа 50 голды за один слот, это как будто бы многовато, но только первое время, на самом деле. Уже через неделю игры такие ощущения пропадают. По крайней мере, у меня точно пропали. Плюс ко всему, скрыть любой элемент внешнего вида, вот это абсолютно бесплатно. Даже голду платить не надо. Здесь как бы респект максимальный, если вы понимаете, о чем я. Встраивание различных аддонов в сам лаунчер с самими разработчиками тоже прикольная фишка. Но вот изначально, допустим, на сервере не было возможности отображать группы рейдовым интерфейсом. Я вот так всегда делаю, супер сильно люблю данную вариацию. Сейчас такая возможность появилась. Ну, в общем, с интерфейсом и его возможностью для кастомизации работают. Кстати, народ, если говорить про аддоны, то у меня в телеграм-канале вы можете найти закрепленный пост, где я приложил зипник со всеми своими аддонами, а также ссылки на видосы, где я разбираю, соответственно, что и для чего используется. Поэтому, дой, перелетайте ко мне в телеграм, ссылки все в описании и в закрепе присутствуют. Ну и, в общем, прикольно, что вот постоянно что-то дополняется там, улучшается. Да, не всегда это проявляется в лучшей форме, скажем так. Помню, когда впервые встроили интерфейс из дополнения Dragonfly, ну, у большинства игроков все просто полетело, у меня в том числе. То вот откатить или выключить это нововведение, ну, по крайней мере, некоторое время, было невозможно. То есть достаточно раздражающий момент, согласитесь. Вот ты заходишь за персонажа, допустим, планировал побегать там арены, БГшки, неважно, а у тебя вместо настроенных по пикселям расположением полная кашка на экране. Ну, как бы разрабы пофиксили ситуацию, дали возможность выключить вот этот апнутый формат интерфейса, позже проработали. Это я к тому, что я здесь не особо понимаю лютую, и вот подчеркну, что именно лютую критику от некоторых людей в сторону разрабов. Никто не спорит, что грамотнее было бы отдельно протестировать нововведение, а при интеграции в общий клиент сразу добавить возможность выключать и включать, да, вот эту новую фишку. Но почему-то никто не воспринимает проект как молодой, а он таковым и является. Это не гигант, существующий годы, а молодой такой амбициозный паренек, который только-только вышел и появился на рынке. Be patient, как говорится, be patient. Теперь давайте поговорим про последнее масштабное и интересное нововведение, которое уже введены, а также о планах разработчиков на будущий год. Мировые боссы. В первом своем проявлении, конечно, мировой босс появился на сервере уже в конце октября. Тогда базовый ивент Эквавин был дополнен новым кастомным World боссом, всадником без головы. И вот эта фишка очень хорошо зашла комьюнити. Опять же, по мере обратной связи от игроков многие аспекты менялись, дополнялись, виды изменялись, но общие ощущения от босса были положительные. Я уже делал отдельный видос в то время по разбору ивента Эквавина, и тогда же сказал следующую фразу, что приятно, когда добавляются ивенты, возвращающие вот это вот социальный фактор и социальный аспект в игрульку. Потому что когда на убийство одного босса собиралось 2 пачки рандомов, то есть 2 рейда по 25 человек, вы вместе его месили, а потом вот этим общим табором тпшились в Оргриммар, допустим, или Штормград, и такой колонной бежали к неписью, который квест у вас завершает, чтобы получить награду. Но это в любом случае прикольно, когда 20 там, или 30 персонажей паровозиком просто бегут друг за дружкой в определенную точку, даже если чтобы просто вот сдать квест. Все равно создается такое особое ощущение. И на этом разработчики не остановились. Позже был добавлен еще один мировой босс — Ордос, огненный бог Яунголов. Его интегрировали на вневременный остров, да, вот этот пандарейский. Ну и в целом тренд на World боссов кажется приятным. Скорее всего, разработчики и дальше, тем или иным способом, захотят добавить новых World боссов в игровой процесс. Это мы одобряем. Новый рейд Анклав Алого Ордена. Здесь речь идет об открытии полноценного кастомного рейда. 5 декабря, если я ничего не путаю, состоялся запуск, и здесь есть парочка фишек. На данный момент для закрытия, это такая мягкая формулировка безжалостного убийства, доступны 4 босса. Это версия рейда для пати из 10 игроков. А вот в будущем
уже после этапа открытия Ульдуара на 25 человек, выйдет и расширенная версия кастомного рейда Анклава, где, соответственно, будут добавлены еще боссы, рейд расширен, новые вот эти локации, и появится возможность для закрытия уже, да, в 25 тел. Кстати, на днях 20-21 декабря на Насдоре уже открыли десятку Ульдуара, так что PvE-линейка сервера расширяется, развивается, и если вы вдруг пропустили данную новость, вот вам, пожалуйста, выдаю ее прямо сейчас. Лично мне, как игроку, вот который привык к игре в PvE направлении на оффе, да, классический формат рейдов и подземелий 3.3.5 не особо интересен, если честно. А вот кастомные вещи в виде анклава, хоть и, да, на базе лича, но все равно, уже звучит хайпово. Как минимум ради интереса разок пройти стоит. Да и по-любому, вот в финальной версии на 25 игроков, ну не может не быть Whitemane в лице одного из боссов. Я в это не поверю. Ну а такая встреча, как вы понимаете, лишней не будет. Если говорить про планы, народ, реализация которых нас ждет в ближайшее время, здесь хочется выделить гравировку. Нет четкой единой конкретики, но вот подкидываемая разработчиками информация может заинтересовать. Известно, что гравировка будет привносить изменения в мету и в стандартный баланс классов, открывая персонажам новые способности. Также известно, что гравирование будет доступно абсолютно всем игрокам, независимо от формата игры. Значит ли это, что гарантированно будет влияние и на PvP-сегмент? Вот здесь вопросик открытый. Опять же, со слов разработчиков, гравирование привнесет нам возможность для создания гибких билдов, свободный подбор экипировки без потери эффективности, глубокую кастомизацию персонажа и комфортное развитие как в групповом, так и в соло формате. В общем, будем посмотреть. Звучит достаточно интересно. Все, опять же, зависит от конкретной реализации, которую мы с вами уже сможем увидеть достаточно скоро. Какие ваши ощущения, народ? Здесь, наверное, основной вопрос заключается в новых способностях. Не совсем просто понятно, как именно, да, это будет реализовано. Возможно, нам подкинут способности из следующих дополнений. Но опять же, из того же Дренора Пандарии, которые будут кастомно как бы интегрированы в 3.3.5. Либо просто какие-то кастомные дополнительные таланты, которых вообще, в принципе, в игре никогда не было. В общем, тут может быть все, что угодно, как будто бы нам хочется уже увидеть, посмотреть. А если вас интересует дополнительный контент в виде гайдов на различные классы и спеки, гайды по настройкам аддонов, по настройкам интерфейса, то весь этот контент вы можете найти у меня на Бусти. Там скопилось уже больше 70 видосов, а также есть личный чат, в котором вы можете мне написать, и я отвечу на все ваши вопросы. Поэтому, если планировали поддержать мой канал копеечкой, то все ссылки в описании и в закрепленном комментарии. Всем спасибо, погнали смотреть видос дальше. Из мелких ожидаемых фишек это режим 1x1 для арены. Частенько поднимается данный вопрос. Режиму быть, народ просит, народ ждет. Думаю, вскоре после Нового года также должен появиться. И также батл пассы. Исходя из моих знаний, они будут общедоступны, по крайней мере, ну вот как только выйдут, так точно, с единственным вариантом прокачки. Ну то есть будет одна ветка, да, а не две там различные. В любом случае это добавляет нам мотивации играть, побольше гриндить активности. Всегда приятно, батл пассы мы берем. Вот и получается у нас, народ, что Насдор — это как будто бы сервер для тех, кто любит вот ЛК, но хочет, чтобы игра продолжала развиваться. И вот если вы ищете сервер, который не боится быть другим, предлагает свежий взгляд на любимую игру, то Насдор как будто бы это вариант, чтобы вы к нему присмотрелись. Достаточно активно развивающийся проект, да, со своими минусами, но и с немалым количеством плюсов. Здесь уже каждому решать самому. На этом видос я на сегодня заканчиваю, народ. Пишите ваше мнение в комментариях, что вам нравится, что не нравится, что считаете прикольным, а что не очень. Всем удачи, всем прогрессив в PvP в PvE, всем на сегодня. Пока!